Невозможно решить новую проблему, оставаясь на прежнем уровне сознания. Альберт Эйнштейн. Перед нами Айрис Апфель, декоратор, коллекционер и редкая птица моды, как называли ее эксперты. На фотографиях одни видят пожилую эксцентричную женщину в огромных очках, утопающую в слоях одежды и украшений, а другие – безупречное решение эстетического уравнения высшего порядка. Сегодня мы разберем феномен Айрис буквально по косточкам. Выясним, какие законы восприятия она применяла, чтобы превратить избыточность в эталон стиля. Мы будем хвалить ее за отсутствие снобизма, умение сочетать Шанель и Версаче с бижутерией и кустарными бусами из Афганистана. Но в конце видео я намерена поспорить с самой Айрис по поводу врожденности стиля. Приготовьтесь, мы выходим на новый уровень мышления. Чтобы понять, почему образы Айрис так гармоничны, стоит обратиться к природе и рассмотреть оперение прекрасной птицы. Здесь буйство красок или текстур никогда не выглядит хаотичным. Каждое перышко подогнано по форме, цвета плавно перетекают друг в друга, создавая неповторимый колорит, а силуэт и грация остаются безупречными. То же самое можно сказать и про образы Айрис. Вспомните, что ее называли редкой птицей моды. Это не просто красивый эпитет, это идеальная метафора. При оформлении своих домов, равно как и при подборе нарядов, Айрис мастерски использовала два закона восприятия – закон близости и закон подобия. Наш мозг автоматически объединяет объекты, расположенные рядом и частично друг друга перекрывающие, а также объекты, которые похожи друг на друга по какому-то признаку – форме, цвету, размеру или текстуре. Айрис Апфель была мастером сверхгруппировки. Так она надевает не одно украшение, а много разных и наслаивает их так плотно, что глаз считывает их как единый объект. А ее знаменитые браслеты могут быть из разных материалов, но их объединяет с очками круглая форма и масштаб. Мозг считывает общую круглую тему и объединяет различные по цвету детали в одну графическую схему. Так Айрис Апфель виртуозно использует визуальное эхо. Она не просто наваливает вещи, а заполняет пространство связями между ними, и в итоге мы видим не хаос, а красоту. В моем предыдущем видео мы говорили о классическом законе доминанты. Композицию удерживает один главный акцент – цвет, форма или фактура. А вокруг него выстраивается фон. Это база и безопасная гавань стиля. Но Айрис Апфель заставляет нас сделать шаг вперед. В ее случае закон доминанты нельзя понимать буквально. Если вы ищете в ее образе главную вещь, вы проиграли. Ее колье не акцент, а лишь один из слоев сложного образа. Яркий цвет – только иллюстрация ее живого характера и протеста против скуки. Многие считают акцентом ее очки, но это только инструмент баланса, который не дает ее лицу потеряться в массиве тканей и бижутерии. Если надеть такие очки на любую другую женщину, они перетянут на себя все внимание и буквально затмят собой ее персону. Но для Айрис это лишь способ замкнуть на себя сложную структуру наряда. В итоге она создает настолько уникальный по гармоничности и смелости образ, что сама выступает акцентом в окружающем ее пространстве. Давайте взглянем на эту систему изнутри. Главная доминанта здесь – лицо Айрис. Лицо очень пожилой, но бесконечно жизнерадостной женщины. Красная помада, макияж и те самые очки, как визуальный якорь – все это работает на одну цель – сфокусировать наше внимание на ее личности и характере. Субдоминанта – это крупные аксессуары или мощные цветовые пятна, чаще всего в портретной зоне. Фон – это многослойные фактуры. Без этой иерархии образ превратился бы в визуальный шум, но благодаря ей он становится цельным. Давайте заглянем в лабораторию Айрис. Какие еще законы эстетики она применяет?
Айрис Апфель мастерски сочетала цвета и оттенки, подбирая как контрастные, расположенные напротив друг друга в цветовом круге Итона, так и триады или близкие оттенки. Но при этом никогда не смешивала их в пропорции 50/50. Айрис берет за основу, например, синий деним или черный костюм 80% и добавляет к нему множество дробных пятен другого спектра, например, 20% красных бус. Это создает эффект сбалансированного визуального взрыва, который не утомляет, а бодрит и считывается как энергия жизни, а не цветовой шум. Мы уже упоминали про визуальное эхо. Айрис использовала повторение одного и того же оттенка в разных частях образа. Это связывает даже самые безумные вещи в единую логическую систему. Так, к примеру, оттенок помады Айрис обязательно повторится где-то в аксессуарах или мелькнет в вышивке. Использование черного или белого цвета для разделения ярких пятен – прием, который также широко использовала Айрис. Черные очки или черная одежда работают как рама у картины. Они уравновешивают буйство аксессуаров и делают каждый цвет чище и звонче. Закон температурного единства. Это про сочетание цветов, имеющих общий подтон. Либо только теплые, либо только холодные. Даже если цвета очень разные, общая температура объединяет их на биологическом уровне восприятия. Айрис мыслит как архитектор. В ее образах нередко просматриваются пропорции, близкие к золотому сечению. Она стремится к балансу формы и визуального веса. Если появляется массивное колье, его поддерживает плотный жакет. Если надето объемное пальто или активный верх, нижняя часть более узкая или менее броская. Это не случайность, а продуманная конструкция, где даже при обилии украшений возникает ощущение устойчивости. Мы не видим перегруза, мы чувствуем баланс. А теперь о безвкусице. В чем главная ошибка тех, кто пытается подражать Айрис, но терпит крах? Безвкусица – это когда между вещами нет диалога. В плохом образе предметы говорят одновременно, но на разных языках. Образ рассыпается, потому что элементы не связаны общим кодом, ни цветом, ни ритмом, ни смыслом. Образы Айрис не разваливаются, потому что взгляд скользит по ним непрерывно, как по сложному ландшафту, где одна фактура плавно перетекает в другую. В этом отличие от неудачных нарядов, когда вещи спорят между собой или существуют сами по себе. Максимализм, так любимый Айрис Апфель, это мощная симфония, где каждый инструмент играет свою партию. Там, где стиль рушится, между вещами нет визуальных мостов. Например, одинокое массивное колье на тонком гладком трикотаже, которое висит само по себе, ничем не поддержанное ни по фактуре, ни по цвету. Или случайный яркий пояс, который не перекликается ни с обувью, ни с украшениями. Как изменила бы эти образы Айрис? Вы слышали о понятии бриколаж? В эстетике это умение создать единство из элементов разных культур и эпох. У Апфель китайский антиквариат, барочный шелк и современные игрушки могут прекрасно сосуществовать, потому что она выбирает детали по принципу визуального родства. Их объединяет сложность орнамента и экзотичность, либо оттенок, геометрия или характер. Это не случайный набор вещей, это микрокосм, где каждый предмет находится в тектоническом равновесии с соседом. Айрис Апфель любила повторять: стиль врожден. И здесь я, как психолог, позволю себе с ней не согласиться. Фраза «со вкусом нужно родиться» звучит красиво, но создает опасный миф об избранности и недоступности для многих.
Наука же говорит, что стиль – это навык и форма визуальной грамотности, а вкус – не магия и не генетический код, а способность распознавать ритм, композицию и цветовую гармонию. Нейроэстетика подтверждает, мозг обучается видеть эти закономерности. То, что Айрис называла интуицией, на самом деле автоматическая и сверхскоростная обработка визуальной информации. Почему же она считала стиль врожденным? Айрис с детства была погружена в эстетику. Отец – декоратор и мастер по стеклу. Мать – владелица модного бутика. К тому же в молодости Айрис изучала историю искусств в Нью-Йоркском университете, а затем долгие годы работала с элитными тканями при оформлении интерьеров. Для нее процесс формирования вкуса был настолько естественным, что показался врожденным даром. Айрис действительно была гениальна, но ее гениальность – результат долгой жизни в художественной среде, гипернасмотренности и профессионального образования. И, конечно же, ее неуемной энергии, смелости и любви к экспериментам, которые делали каждый ее образ живым. Помните, мы не рождаемся с умением сочетать бирюзу и оранжевый. Мы рождаемся с мозгом, способным выучить правила этой игры. Феномен Айрис Апфель учит нас главному. Красота – это не отсутствие лишнего, а умение создавать сложный порядок. Для творческих людей это великое утешение. Можно не ограничивать себя, если овладеть законами ритма, цвета и пропорций. Секрет Айрис не в очках или бусах. Она достигла высшей точки самоактуализации и сама стала акцентом, когда не просто выбирала вещи, а интегрировала их в свое «я». Она говорила: «Мне нравится сочетать несочетаемое, совмещать вещи по зову сердца. А еще, чтобы нравиться себе, нужно оставаться собой. Пытаясь быть угодной всем, можно превратиться в ничто». Отвечая на вопрос об Айрис под этим видео, моя подписчица Ирина очень тонко отметила следующее. Айрис действительно эталон, но не только вкуса. Она закрывает наш главный гештальт в области психологии. Гештальт счастливого, жизнелюбивого и наполненного энергией человека в возрасте, который язык не поворачивается назвать преклонным. Она как бы дает нам веру и ориентир. Смотри, как бывает, может быть и у тебя. В следующем выпуске мы поговорим о колониальном стиле, направлении, которое Айрис Апфель любила и с блеском использовала, сочетая экзотику и комфорт. А далее на канале видео про цвет в рукоделии и правила золотого сечения. Всем успехов! И оставьте под роликом любой смайлик, если он вам понравился, а лучше даже несколько. Ведь, как говорила сама Айрис Апфель, чем больше, тем лучше, а меньше – это скучно.